приветствую, это снова Илья и мой канал Антимрак. Сегодня я бы хотел поговорить про потребление и о том, как связана вера и потребление, и о том, как зарождается целая информационная индустрия благодаря потребности человека верить. И в качестве примера я приведу такую сферу информационных услуг, как психологические услуги. Вообще, почему психология торгует идеей принципиально иного человека? Представителям моей аудитории может показаться, что я очень часто говорю о психологии, как будто бы мне есть до нее какое-то дело, и поэтому она мне не дает покоя, но я не говорю о ней как таковой, я рассматриваю ее как социальное явление, в котором проявляется машинальное стремление человека верить. То есть мне не нужен некий хайп, потому что моя цель — донести мысль, раскрывающую причины одного из социальных явлений, коим является психологический информационный рынок. То есть ошибочно думать, что я рассматриваю психологию как нечто предметное в научном смысле, ведь она для меня является предметом лишь с точки зрения анализа ее как социокультурного явления. Вообще, несложно предпринимать усилия для создания своего контента, поэтому если он вам полезен и интересен, то вы можете внести свою лепту в его продвижение посредством ваших неких активностей вроде лайков и комментариев. Так вот, я хочу поговорить о психологии именно с позиции рассмотрения ее как информационного рынка, потому что она представляет из себя индустрию информационных услуг, заключающихся в поддержании веры людей в идею становления принципиально другим человеком. Сама суть психологии апеллирует к идее о том, что человек изначально не является оптимизированным под некие мутные стандарты, идею существования которых предполагает идеология психологического маркетинга, но при этом не говорит о том, каким должен быть человек, чтобы этих стандартов достичь. Или если привести аналогию с религией, то люди должны регулярно посещать некие церкви с целью связи с неким богом. Вы не замечаете вообще схожесть этих двух процессов? В психологии человек покупает идею становления принципиально иным человеком, в религии человек покупает идею связи с неким богом. При этом и в том, и в другом случае речь идет просто об идеях, которые не подтверждаются никакими объективными критериями, но есть один объективный фактор — это то, что людям в этой информационной психологической индустрии и в случае с приходом человека в религиозные учреждения, так скажем, приходится отдавать свои деньги. Да, это объективный критерий. Но сама суть этих сфер заключается лишь в запудривании мозгов, но никак не в их прояснении, потому что сама их идея — это фикция, которая сама по себе требует постоянного подтверждения своего фиктивного предмета. Я не против того, чтобы человек во что-либо верил, поэтому если мои видео разрушают вашу веру во что-либо, то вы просто можете их не слушать. У меня нет цели кого-либо в чем-либо переубеждать, потому что каждый достоин пожинать плоды своего уровня развития, и так или иначе, если он не способен переварить то, что превосходит его собственный уровень, то никакой вины его в этом нет. Рынок беспредметных информационных услуг. Допустим, есть люди, верящие гадалкам и другим колдунам. Люди, обращающиеся к ним, по сути, пользуются их информационными услугами добровольно, так как никто их не заставляет этого делать. Но психология тоже, как сфера информационных услуг, представляет из себя нечто официально признанное, в отличие от гадалок и прочих инфо-цыган. Существуют даже институты, где
где учат на психологов, и психологи выступают на телевидении, что для потенциальных потребителей и их услуг является неким подтверждением их якобы научной авторитетности. То есть массовость в данном случае для потенциального потребителя служит своего рода доказательством непререкаемости того, что тот или иной психолог, выступающий на телевидении или в интернете, высказывает в качестве так называемых психологических теорий. И средства массовой информации всегда являлись, являются и будут являться средством формирования общественного мнения выгодного идеологического экономической верхушки, но не потому, что их целью является некое конструктивное изменение масс, так как массы как таковые статичны в мышлении, и поэтому на них не может распространяться знание, меняющее их в сторону развития. Собственно, сама психология — это и есть информационная индустрия, продукты которые потребляют массы, потому что эти продукты ориентированы на потребность масс в вере. Тенденция к становлению психологии как информационной индустрии стимулируется самой потребностью масс к вере, в идею некоего принципиального преображения себя в своего рода сверхчеловека, о стандартах, о критериях которого неизвестно ничего и никому, да, в том числе и самим психологам. Психология как идея, апеллирующая к беспричинности человеческого поведения. На самом деле психология как идея подразумевает, точнее, апелляцию к беспричинности человеческого поведения, рассматривая его как нечто отклоняющееся от нормы, иллюзорным представлением, о которой она заражает мышление обывателя. Инфобизнесмены, психологи в силу идеологической специфики своей деятельности вынуждены формулировать свои постулаты таким образом, чтобы они предполагали сами по себе наличие идеи о некой норме поведения человека, игнорируя причины текущего поведения и восприятия человека. Собственно, любая идеология, ориентированная на массы, переключает внимание масс с настоящих причин их положения на несуществующие, иллюзорные, потому как если бы она указывала на настоящие причины, то дискредитировала бы саму свою идеологическую суть, которая предполагает пускание пыли в глаза ради идеологической индоктринации обывательских мозгов. Поэтому психология как информационная сфера не имеет ничего общего с реальностью, анализа которой не предполагает само обывательское восприятие, нуждающееся в том, чтобы быть движимым собственной инерцией. Пример из реальной жизни. Например, в то время, когда я еще смотрел телевизор, на каком-то канале была передача, в которой показывали некоего человека с куриной фамилией и представляли его там как какого-то доктора, психолога, хотя психологи не могут являться докторами просто в силу того, что к медицине психологии не имеет никакого отношения, но массы не труждают себя хотя бы попыткой мышления просто потому, что они для этого не созданы, и все эти так называемые психологи, у которых сейчас огромная аудитория в ютубах, да, изначально получили известность через телевидение. То есть сами средства массовой информации способствуют формированию того или иного массового мнения о чем бы то ни было, будь это психология как сфера информационных услуг, либо же еще что-либо. В контексте массовости сами названия сфер жизни общества теряют смысл, потому как массы движимы своими машинальными побуждениями, например, продукты высоких электронных технологий,
такие как смартфон, для масс это такое же средство и идеологической индоктринации, как и телевизор. То есть сами по себе технологии не делают обывателя выше в плане мышления. Например, психологическая теория о так называемой детской травме побуждает человека думать о том, что некая психологическая травма в детстве способствует наличию проблемы в настоящем. Как будто бы у каждого человека должно быть детство, соответствующее неким стандартам. Я считаю, что процент людей, считающих, что их детство было в целом радужным, крайне ничтожен. И то, какое у человека детство, зависит от массы факторов, родители в котором могут играть весьма второстепенную роль. Но в голову наивного обывателя внедряется идея о каком-то стандарте, при котором у него полный карман денег, он может удовлетворять половые потребности, когда хочет, жить в каком угодно месте земного шара и так далее. То есть сама идея стандарта некоего жизненного положения человека абсурдна, потому что люди не могут быть одинаковыми, так как их сформировала своя индивидуальная совокупность обстоятельств, которая впоследствии и определила человека в его настоящем состоянии. Например, мое детство было ужасным, я ненавижу свое детство, и я бы ненавидел свое детство в любом случае, потому что это в любом случае абсолютная зависимость от отношений двух людей друг с другом и их отношения ко мне. То есть не существует одного и того же детства для всех людей, даже если бы оно было идентичным в плане условий, потому что люди могут реагировать индивидуально на одно и то же воздействие, кажущееся со стороны одинаковым. Поэтому потребительская утопическая предпосылка психологии, заключающаяся в идее некоего стандарта, правильно оптимизированного при помощи слов человека, абсурдна.